kurwa! Ja pierdolę, jakie bydle! Привет, чемпионы! Это Польша, это Варшава и это прекрасная половинка Iron Man. В этом выпуске будут такие крутые сюжетные линии, что голливудские фильмы просто нервно курят в сторонке. Это будет легендарно. Вперед! Я триатлет! Вы все прекрасно знаете, но я напомню, что половинка Iron Man — это 1,9 километра плавания, 90 километров велогонка и полумарафон 21 километр бега. Погнали на регистрацию. Hi. Hi. My name is Yuri Yurchenko. Иди. Yes, of course. Thank you. Чемпионы, в стартовом пакете вот такой вот клевенький брендовый рюкзак. И я уже традиционно разыграю его среди своих патронов. Я напоминаю, что у меня есть Patreon, на котором я не только разыгрываю классный мерч и другие прикольные подарки, но еще и публикую эксклюзивный контент, которого нет здесь на YouTube. Подписывайтесь на мой Patreon, ссылочка будет в описании. И выигрывайте вот такие вот клевые призы, получаете эксклюзивный контент. Ссылочка в описании. До встречи на Патреоне. Ребят, что тут расскажите, какие анализы можно сдать? Тест на простату. Тест на простату. Без пальцев. Это уже становится не так интересно тогда. И здесь в Варшаве две транзитные зоны. Первая, естественно, возле озера, где будет плавательный этап. Это находится за городом. А вторая транзитка находится вот здесь вот, на стадионе. Это уже практически центр Варшавы. Поэтому сегодня за день до гонки мы вешаем сюда мешки красные с кроссовками. Я положу еще гель и кепку. Потому что завтра утром доступа сюда в эту транзитку уже не будет. Мы сразу поедем на плавательный этап. Вот так вот. Поэтому вешаем пакет и запоминаем ориентиры. Так, чемпионы, мы с вами станем свидетелями очень крутой истории. Женя, спортсмен из Украины, он тоже будет бежать половинку. И после финиша он хочет сделать предложение руки и сердца своей девушке. Женя, расскажи, как пришла такая идея. Ну, идея пришла еще, наверное, полгода назад. Я думал либо сделать после полумарафона, либо на половинке. Ну, так как много приезжает родственников, там семья, сестра, и решили все-таки, что будет большая группа поддержки, и решили сделать это на половинке. Но как, что еще вообще не знали, не думали. Так, встретил клевых ребят из Украины, правильно? Да. Расскажите, что вы только что говорили, что вы смотрите мой канал. Мы смотрим за обедом, за каждым. Включаем блог и смотрим. Вот недавно, вчера смотрели. А ты смотришь канал W? Нет, даже не знаю. Это придется вырезать. Так, а ты смотришь? Смотрим. Всё. Обязательно. Отлично. За обедом, ужином, Вот каждый день. Вот это правильный подход к делу. Смотрите канал W, а не как ты. Будешь смотреть канал W? Да. Все, вот так и делайте вы. Эта девушка Таня, именно ей Женя будет делать предложение после финиша. Естественно, она пока что ничего не знает, поэтому это наш с вами маленький секрет. Ох, это будет очень классная история, и мы с вами будем ее свидетелями. Пушка, супер, класс. Hi, I want to check my prostata. Is it possible? Yes, it is. Great. And vitamin D, yeah? Okay, yeah, Great, sure. We can thank do you so both much. tests. Сейчас проверим простату и витамин D в крови. И вот до последнего сидел, потом мне товарищ говорит, напиши Юрия, И вот я написал, и как бы сейчас проделаем планчик, и я думаю, будет все чики-пуки, тип-топ. Сделать предложение руки и сердца сразу после финиша гонки не так и просто. Ну, во-первых, потому что нужно финишировать эту гонку, а во-вторых, потому что завтра здесь будет много людей, плюс само предложение, конечно же, хочется сделать сразу после финишной арки, а туда нет свободного доступа, то есть зритель туда не пускает. Поэтому мы обратились к организаторам. Thank you for your help with our romantic story, with Mary's proposal. Do you often face this situation like this? Yeah, I mean, maybe not very often, but also it's not the first time. So yeah, of course, huge congratulations, guys. И они предложили вот такой вариант, выдали мне несколько бейджиков пресс-медиа, и завтра я после финиша, скорее всего, финиширую раньше, чем Женя, если все пойдет по плану. И я пойду к Тане, и ее так уговорю, чтобы она подошла туда на финишную линию, дам ей бейджик, я надеюсь, что она ничего не поймет, ну и таким образом Женя финиширует, Таня будет его ждать там вон за финишной линией, и все будет максимально круто. И еще важно запомнить, где висит мешок. Видите, здесь несколько стоек. Чтобы завтра тут не бегать, не суетиться, не искать, нужно запоминать опять же ориентиры. Вот тут вот будет висеть мой мешок.
я, соответственно, его быстро найду и начну переодеваться. Еще вам такой лайфхак. Неизвестно, будет ли ночью дождь, вполне это возможно. Чтобы вода не затекла, завязывайте его таким образом, вот, чтобы даже если будет идти дождь, он туда не попал. Сухие кроссовки гораздо приятнее, чем мокрые. Can you check? Is it okay? This one is perfectly fine. You have one line. good. It means it's good. Yes. Yes, it's really good. Yeah, I would say that's fine. Ну вот, простата в порядке, витамин D в порядке. Что еще нужно? Занимайтесь триатлоном, и ваша простата будет в полном порядке. Если она появилась, то значит уровень какого-то там антигена Да, выше. короче, что у тебя с выше простатой? нормы. В пожонку. Все точно будет классно, у нас все спланировано. Ну расскажи, есть какие-то переживания, опасения или наоборот? Ну так, еще, можно сказать, 10% на данный момент переживания. Что будет завтра, не знаю. Что будет перед финишем, тоже не могу сказать. Но думаю, все будет супер, все будет круто, и это будет неожиданно, и будет, надеюсь, это будет незабываемо. Yeah, we are also always happy, you know, to welcome such situations. So you know, to anyone, if you want to, you know, propose at Ironman 70.3 Warsaw in the future, feel free to contact us. We will make it happen. Да, спасибо большое организаторам, они идут навстречу по всем вопросам, и это очень круто. Как я уже сказал, вторая транзитка находится за городом, плавательный этап, там озеро. И для спортсменов организован вот такой классный трансфер, целый поезд выделяется для доставки спортсменов туда. И сегодня за день до гонки, и завтра, естественно, тоже перед стартом будут трансферы организованы. Целый поезд для спортсменов. Красота! Take the train to the swimming venue. That's the best solution together. И, естественно, все бесплатно, естественно, никаких проблем для передвижения с велосипедами. Hello. How are you? Hi, thank you. Where are you from? Egypt. Egypt. Oh, nice. Why are you here? To have fun. Do you like triathlon? Absolutely. Why? But why? What do you mean by why? Why? It is a challenge. Yeah? And I love challenge. Do you like to suffer? Not really, but if you train hard, it's not a suffer. Oh, I came to this country to see new people, new places. It's really, really beautiful. Really beautiful. а как думаешь, возможен ли такой вариант, что ты настолько будет тяжелая гонка, что ты в конце скажешь, да ну его нафиг? Ну вот, вот это я думаю, но я даже взял с собой, никогда не беру с собой там камеру запасную, насос, взял с собой камеру, насос, думаю, что все равно доехать, неважно за какое время, думаю, доехать, дойти, добежать, не знаю, но чтобы финишировать. In your opinion, is it a romantic story or dramatic story? You know, I'm not sure if my wife is going to watch this, you know, but there is a risk she's gonna see it. So I think, you know, it's the best choice you can make. Но лично я уверен, что это будет максимально романтическая, красивая история, свидетелями которой станем мы с вами. Класс! Так, иду попробовать водичку. Сегодня, кстати, сказали, что вода 22,5 градуса. Нормально, вполне комфортно. Буи, видите, нужно будет плыть туда, там направо и назад. Вон там вон арка финишная. То есть плавание, в принципе, ровное, прямое, проблем быть не должно. Ну и волны пока что нету. На завтра вроде ветерок передают. Ну посмотрим, как оно будет. А пока что поплыли. Hi, excuse me, where are you from? England, from Bournemouth. Wow, nice. Why are you here? Why am I here? Why are you here? To do the Ironman. But why? But Do you why? like triathlon? I do, yeah. But why? Why? Oh, What is the reason? What is the reason? It's fun. I love swimming. I love cycling. I like running. I do like suffer. Do I like suffering? Yeah. Well, yes. You have to if you're going to do an Ironman, don't you? Кстати, чемпионы, мы, триатлеты, много путешествуем, постоянно открываем для себя новые города и страны. И в этих путешествиях нашей естественной потребностью, которая, к сожалению, иногда становится болью, является связь. Без интернета сегодня никуда. И для того, чтобы оставаться на связи, есть такие стандартные варианты. Такие, например, как открыть роуминг. Но это не всегда удобно, и зачастую операторы выставляют какие-то неадекватные цены за желанный трафик. Поэтому вариант, ну так себе. И еще можно купить симку местного оператора в той стране, куда вы прилетели. Но это тоже не так просто, потому что нужно сначала найти салон связи, выбрать тариф, зарегистрироваться. Для этого обычно нужны документы. Ну и сама физическая симка, мне кажется, это уже
пережиток прошлого. Поэтому вариант с местной симкой, ну, тоже выглядит сомнительно. Но мы живем в 21 веке, и современные проблемы требуют современных решений. И вопрос со связью может легко решить сервис Just eSIM. Сервис Just eSIM – это виртуальная сим-карта, которая позволяет оставаться на связи в любой точке мира. И делать это удобно, просто и недорого. Для того, чтобы воспользоваться сервисом Just eSIM, нужно, первое, проверить, поддерживает ли ваш телефон eSIM. Большинство современных телефонов обладают такой функцией. Второе, скачать приложение Just eSIM в Apple Store или Google Play. Третье, авторизоваться в приложение. И четвертое, установить и активировать eSIM. Все подробные инструкции есть на сайте и в приложении. Основные плюсы сервиса Just eSIM. Очень доступные цены, качественное удобное приложение, поддержка 24/7 на русском и английском языках. И, что немаловажно, в современных реалиях сервис поддерживает карточки абсолютно всех банков мира. Конечно же, я не буду рекомендовать некачественные продукты, поэтому прежде чем снять эту интеграцию, я сам протестировал Just eSIM уже в нескольких странах и остался доволен. Поэтому ловите мою рекомендацию. Пользуйтесь Just eSIM и оставайтесь на связи, где бы вы ни были. Ну и, конечно же, я не могу оставить без бонуса самых крутых подписчиков, то есть вас. Поэтому после того, как вы установите себе приложение и авторизуетесь в нем, введите промокод WYY, и вы получите абсолютно бесплатно 250 мегабайт трафика в любой стране мира. Да, 250 мегабайт это не очень много, и у вас вряд ли получится посмотреть новый выпуск на канале W, но этого трафика вполне достаточно для того, чтобы протестировать сервис Just eSIM и оставаться на связи в новой стране, в новом городе, вызвать такси, написать своим родным и близким, забронировать отель, либо сделать что-либо еще. 250 мегабайт абсолютно бесплатного трафика, мне кажется, это очень даже хорошо. Поэтому, чемпионы, устанавливайте себе приложение Just eSIM. Если возникнут какие-то вопросы, пишите в службу поддержки. Ребята очень оперативно отвечают, и я сам это проверил. Вводите промокод WYY, получайте бесплатный трафик в размере 250 мегабайт, протестируйте сервис и дальше уже сами принимайте решение, пользоваться им или нет. Лично я очень переживаю за то, чтобы у вас был качественный и доступный интернет в любой точке мира. Потому что если у вас не будет интернета, то как вы посмотрите новый выпуск на канале W? А выпуски нужно смотреть все. И сервис Just eSIM поможет вам в этом. Все ссылки и более подробная информация будут в описании. Не забывайте про промокод WYY и будьте всегда на связи. Кстати, сначала вот я иду, сколько уже? Метров 15, довольно мелко. Вот так вот, по колено. И здесь, соответственно, можно будет прыгать таким дельфинчиком. Давайте я вам покажу, как это быстрее всего делать. Вот таким вот нехитрым образом. А тут дальше еще все равно мелко, тут уже можно пробежать. А дальше снова дельфинчиком. Ну а дальше уже глубоко и поплыли. Have a nice race. Thank you. Bye bye. Thank you. В общем, плавание, мне кажется, будет хорошее. Если не будет волны, не будет тумана, то видимость прекрасная, все хорошо видно. Плавание прямое. Ребята вон лупят, смотрите как. Видите, как заряжено, даже не смотрят, лупят на всю катушку. Это в предстартовый день. Вот это настрой. Как видите, все готовы, все заряжены. Погнали отдыхать. Гонка уже совсем скоро. Я триатлет. Ну что, день гонки. Готовимся. Так, чемпионы, меня ждет серьезная заруба. Это Дима, триатлет из Беларуси. Предлагает мне серьезное пари. Озвучь. Кто выигрывает, тот пишет красивый стих, и мои дети его на финише на твою камеру, на эту, озвучивают, и ты его вставляешь в блог. Так что досмотрите выпуск до конца, вы точно увидите там стих и услышите его. По питанию я планирую есть 100 грамм углей в час. Это гели, батончики, бета-фьюэл, ну и плюс еще изотоник, естественно. Эх, люблю эту крутую предстартовую атмосферу. Прочувствуйте ее вместе со мной. Right. We ain't gonna stall, never stop. We gon' make it all to the top. We ain't gonna plan tonight. We gonna take action on our dreams and fight. Alright. Hey, hey, hey.
Здорово. Как дела? Нормально. Как настрой на гонку? Отлично. Какая задача? Задача финишировать. И получить удовольствие, естественно? Конечно. Это в первую очередь. Легких ног, все получится. For every race, is just enjoy it. You know, you're not the pro athlete. It's not your job. It's your passion. So just enjoy the race. Enjoy being in the city. We're gonna have a lovely weekend with good weather here. So take some time to do some sightseeing, to see the city, to see the vibe, to feel the vibe of the city. И, естественно, главная задача – это получить удовольствие. Но еще есть и другие задачи. Что касается моих задач на гонку, то они довольно серьезные. Мой личный рекорд на половинке Ironman 4:43:15. Я установил его 2 недели на гонке в Баку. Кстати, если не смотрели еще выпуск об этой гонке, обязательно посмотрите. Так вот, задача на эту гонку – это, во-первых, обновить личник. И, во-вторых, задача такая рабочая, я чувствую, что к ней готов, это разменять 4:40, сделать САП 4:40. И трасса этому способствует, трасса довольно быстрая, это подтверждают даже организаторы. Yeah, absolutely. I mean, swimming at the lake is pretty nice and calm. You cannot expect big waves here. Then the bike course is the most important part if it comes to the personal best, because it's really super fast, very flat, and then the running part, maybe, you know, it's a little bit hot usually here. There's no like hiding from the sun, but again, it's mainly flat. So yeah, you can definitely expect good times here. Так, Женю перед гонкой я не увидел, но велик, по крайней мере, на месте. Так что я думаю, у нас все по плану. From Wales. Wales? Yeah. Wow, nice. I look, you have shaved your legs. Yeah? Yes. But why? Yeah. So do you want to be faster, yeah? Yeah. Yeah. Nice. no. It works? Well done, good luck. No? In the end it works. Oh, yeah. That's all that matters. In the end it works. О, great. Good luck. Have a nice race. Да, это работает, но в первую очередь работает в голове. Поэтому, друзья, брейте ноги. И если вы считаете, что это работает, то это будет работать точно. А если считаете, что не работает, то оно и не будет работать. Все идет от головы. Так, а вот и Женя, он здесь, он готов. Все по плану у нас? Так, все по плану. Планы не изменились, и все получится. Давай, легких ног. Hi. Excuse me, where are you from? Poland. Poland, yes. I have only one question for you. Is it Zurich in your bottle? Żurek, no Żurek. No. Only Martin and Sis. As I know, Zurich is the best energy drink, right? Maybe after the triathlon, yes. But you don't want to do it for the race. Nice. Have a nice race. Good luck. You too. Good luck. Проба воды. Вода хорошая, волна, правда, небольшая поднялась. Но в целом вроде окей. Ну, вода хорошая, волна вроде небольшая. Просматривается, видите, вон по прямой туда плыть. Все отлично видно, проблем быть не должно. Скоро поплывем? Will be good. Yes. Everything will be good. Все будет супер, конечно же. Пусть победит сильнейший. Главное фейерплей, никакого драфтинга, никаких подсечек и грязных подкатов. Фейерплей, только чистая и честная игра. Какие мысли за 2 минуты до старта? Кайф! Кайф. Вперед! Ну а пока я плыву, пойдемте еще пообщаемся с участниками этой классной гонки. From Berlin, Germany. О, nice. Why are you here? Do you like triathlon? Of course. But why? Why? We came here because we've been here 2 years ago and Yeah. it was quite nice. Yeah. Nice weather, nice people. And yeah, just to have fun. Так, ребята из Казахстана, рассказывайте, как настрой, какие задачи на гонку? Настрой нормальный. Вот Малик первый раз будет проходить. Первый? Да, Первый раз, да, заряженный. Для него особенное ощущение. О, первый раз это всегда приятно. Супер, ребят, давайте, все получится. Легких ног. Рига, Латвия тоже здесь. Да, как всем настроение? привет. Отличное настроение, отличный старт. Надеюсь, не будет очень жарко. Ну, скорее всего, будет, честно говоря. Легких ног, все получится. Ну и белорусы, конечно же, белорусы тоже здесь. Какой план на гонку? Доплыть, доехать, добежать. О, а получишь удовольствие, это забыл Да, сказать. это 100%. Главное удовольствие. Все получится. В целом плавательный этап довольно комфортный и быстрый. Плавание прямое, буи хорошо видны, волны практически не было. Поэтому плыть можно очень быстро. Так, первая гонка у человека. Как впечатления, какие ожидания? Супер. Вообще мне нравится такая атмосфера, когда движняк, все куда-то готовятся. Я прям заряжаюсь энергией других. О. Моя первая гонка. Салам алейкум из Казахстана.
Класс, супер. Я во время плавания сделал несколько неудачных маневров и немного наглотался воды. Во время плавания это не сказалось, но чуть позже мы об этом еще вспомним. Плавание есть. Так, ну все нормально. Бегу к велику. По времени в целом окей. Все, поехали. Проехал 10 километров, все окей. Ветерок присутствует. Не критичный, но все равно неприятно. Но все гуд, едем. Велоэтап в один круг с 4 разворотами на 180 градусов, которые, конечно же, не прибавляют средней скорости, но в целом это не критично. Набора высоты вообще нет. В общем, при хорошей подготовке этот велоэтап должен быть очень быстрым. The course is really fast, so you know if you feel good, just enjoy the ride. И есть 30-ка, все хорошо. Правда, Диму я ни разу не видел. Было уже 2 разворота на 180. Ну, соответственно, я видел всех, кто идет навстречу. И что-то его ни разу не увидел. Неужели он впереди? Ух, крутим. Я уже говорил, что на велоэтапе есть 4 разворота на 180 градусов, но хочу поднять эту тему отдельно. Дело в том, что эти самые развороты у некоторых спортсменов вызывали большие трудности. Кто-то останавливался в ноль, кто-то выстегивался, кто-то вообще слазил с велосипеда и разворачивался пешком, зная, что были завалы. В общем, эти развороты на 180 градусов были довольно опасной точкой. А все потому, что некоторые спортсмены плохо владеют велосипедом, и у них низкая техника владения велосипедом. Поэтому, чемпионы, пожалуйста, учитесь ездить на велосипеде. И тогда велоэтапы будут максимально кайфовые. Недавно попал я в опасную секту. Теперь вот на велике мчусь по проспекту и по шоссе. А дома станок, чтоб в непогоду крутить тоже мог. Я бегаю много, тренируюсь исправно. В бассейне бываю чаще, чем в ванной. Мне слабость и лень совсем не знакомы. Я делаю брики, объемы. В моем гардеробе велотуфли, пульсометры, гидрокостюм, трясют и пояс для номера, компрессионки и визор со шлемом. Все для того, чтобы быть айронменом. Ну что, а вот он и Димка. Пару слов с велоэтапа. 40 километров достал меня. Стоит мою нафиг. Да, ветерок присутствует. Я уже устал, Юрка, давай сбавлять. Давай, все только начинается. Все самое интересное впереди. Давай, красавец. Попробую за Диму сидеть, естественно, на разрешенном расстоянии 12 метров. Что касается драфтинга, то, на мой взгляд, все было хорошо, драфтинга не было. Да, были некоторые участки трассы, где скапливались велосипедисты, но это, как правило, было после разворотов. И после нескольких сотен метров все растягивались, паровозов я не видел. Ездили маршалы, активно следили, чтобы не было драфтинга. Плюс я знаю людей, которые отстояли 5-минутный штраф за драфтинг. No драфтинг. Поэтому, на мой взгляд, все было хорошо. Драфтинга не было. И это круто. И есть половина велоэтапа, 45 километров. Дима, вон он. Следующий за этим челом, в принципе, я его пока что держу. Все хорошо. Но в целом интересная гонка. В голове много мыслей. В первую очередь думаю про Женю. Как там у него все хорошо? Хорошо ли проплыл? Все ли окей на веле? Главное, чтобы у него все получилось. Ну и здесь, конечно, у меня борьба с собой. Все-таки хочу личник обновить. Но и с Димой тоже боремся. Вон вот здесь борьба будет интересная. Супер гонка, все классно. Асфальт на велоэтапе хорошего качества. Говорят, что в прошлом году был кусочек с плохим асфальтом, но в этом году его полностью поменяли, переложили на новый. Поэтому покрытие очень качественное. Димка, кажется, прибавил. Кажется, хочет уехать. Но все не так просто. Я не отпускаю. По питанию у меня был план есть 100 грамм углеводов в час, но, как я уже сказал ранее, на плавательном этапе я наглотался воды, и в животе такое ощущение, что был аквариум. Питание вообще не заходило, не хотелось есть, и поэтому на велоэтапе я не доел. Такое бывает. Есть 60 километров. Диму все-таки отпустил, побыстрее он едет. Я себя в долги не загоняю, потому что потом еще бежать. Так, по ощущениям, примерно минуты полторы между нами. Пока что все окей, все по плану. Ну, еще 30-ку ехать, а ветерок задувает приличный. Короче, все только начинается. Кайфуем! Интересно сравнить цифры на велоэтапе. У нас с Димой одинаковый вес, мы оба побрили ноги. В общем, исходные данные, в принципе, одинаковые. Но я ехал на шоссейном велосипеде, просто поставил лежак. Шлем у меня обычный, поилки тоже не аэро. В общем, такая базовая посадка.
Дима же ехал на разделочном ТТ-велосипеде, он предварительно сделал байкфит, у него аэропоилки, аэрошлем, в общем, заряжен гораздо больше, чем я. Карбон, все карбоновое? Все карбон. Какая система? Дядя Олег Синьков плохого не посоветует. Дядя Олег Синьков, который любит очень триатлетов. Все лохи, все Ironman кинулись делать. И по цифрам получается так. Я выкрутил нормализованную мощность 232 ватта, Дима 220 ватт. При этом моя средняя скорость 36,6, у него средняя скорость 38,5 за весь велоэтап. Таким образом, при меньшей мощности, ну понятно, тут может быть некоторая погрешность, но тем не менее, при меньшей мощности у него средняя скорость на 2 км в час выше. И, Юрка, ты без шлема ездишь, без аэро. Надо все-таки, как бы, вот это самая главная инвестиция. Он бы тебе, ну, как бы, 8-10 ватт бы снял точно. Поэтому выводы делайте сами. Технодопинг, он, конечно же, работает. Я тебе скажу так, ты ставишь на машину шоссер, у тебя один расход бензина. Ты ставишь на машину ТТшку, у тебя расход меньше на чуть-чуть. При возможности ТТ-вел, хороший байкфит, аэрошлем, питьевая система, все, в общем, максимально аэро, и тогда вы будете ехать гораздо быстрее при меньших усилиях. Ну и, конечно же, не забывайте брить ноги. 15 километров велоэтапа осталось. Ну, свежесть, конечно, не стопроцентная. Но так, по ощущениям, на бег вроде силы есть. Посмотрим, насколько свежие ноги. Скоро уже бег, и там начнется настоящий триатлон. Фух! Забыл сказать, я же ехал с гидропаком. Я не доставал за вторую бутылку, это была просто запасная. Здесь ремкомплект, а здесь бутылка, ну там чуть-чуть 2 глотка сделал. И я все время пил в позиции, не поднимаясь из гидропака. Дима использовал питьевую систему во время велоэтапа. Мы все знаем, что с этого года по правилам нельзя засовывать поилки себе под трясют. А про такие мягкие питьевые системы как-то особо не было информации. Поэтому Дима ехал с ней. Но после гонки мы более углубленно изучили правила, и, как оказалось, такие мягкие питьевые системы тоже нельзя использовать во время велоэтапа. Поэтому имейте в виду, это запрещено по правилам. Нельзя засовывать себе под трясют и поилки, и питьевые системы. Теперь вы это знаете тоже. Акустика то, что надо. Здесь можно концерты давать и петь песню. И я триатлет! Пару километров велоэтапа осталось. Только что был разворот на 180 градусов. Перед ним я видел Диму. По моим расчетам, около 4 минут между нами. Немало. Но отыграть можно. Бег все расставит на свои места. Фух, это будет интересный беговой этап. Кайф! Все, транзиточка. Ставлю вел, переодеваюсь и побежали. Фух. Все, бегу. Чтобы выбежать из 4:40, мне нужно пробежать полумарафон за 1:35. Это по 4:30. Вполне по силам. Побежали. Диму пока не вижу. Отрыв не знаю. Беговой этап здесь в Варшаве проходит в 4 круга, набора практически нет, и есть там небольшой тягунок, но он совсем незначительный. Можно сказать, что беговой этап полностью плоский. Ну и первые 2 километра традиционно не топим, спокойненько. Кстати, пользуясь случаем, я спросил у организаторов, может быть, есть какой-то секрет, как пройти эту гонку быстрее. Но, как оказалось, секрет все тот же. В тренировках. Maybe have any secrets? How can I make this distance faster? You know, it's all about training actually. So if you put in the work, put in the effort, I'm pretty sure it's gonna pay off on the race. Just you know, keep calm, keep relaxed. The mindset has to be positive, and everything will be good. 2 есть. Все окей. Жарковато немного, но в целом комфортно. Бегу. Беговой этап классный. Проходит он прямо в центре Варшавы, по старому городу. Невероятно крутая атмосфера, много болельщиков, все поддерживают. В таких условиях можно бежать очень быстро. И если, конечно, на это и есть силы. Давай, чемпион. Димка побежал. Сейчас засеку, сколько между нами. 4 минуты между нами. Надо включаться. Фух, будет тяжело. И тем интереснее. На беговом этапе 2 пункта питания, их вполне достаточно. Единственное, что нету колы. Это, конечно, неприятно. Но в остальном все круто. Обливают холодной водой, есть губки, питье, питание. В общем, все окей.
Don't stop, bro, don't stop, you can do it. Yeah, enjoy. А вот у Женька, все хорошо, Жень? Красавец. Давай. Все по плану. Покрытие на беговом этапе половина асфальт, половина такая плитка, брусчатка, которая обычно бывает в старом городе. Go, 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 go. Первый круг есть. Около 20 секунд я отыграл. У Димы маловато. Never give up, bro, never give up. Что касается моего бега, то было тяжело. Примерно после первого круга я уже начал понимать, что не смогу решить поставленные перед собой задачи. Диму я не доставал. Для того, чтобы выбежать из 4:40, тоже нужно было добавлять, а добавлять было нечем. Половина есть. Тяжело. Очень тяжело. В животе был все тот же аквариум, я не мог есть, пить, потому что чувствовал, что лишний глоток жидкости или гель могут спровоцировать мой организм, и все содержимое желудка выйдет через верх, поэтому некоторые пункты питания я просто пропускал. Хотя нужно было, конечно, и пить, и есть, но организм сигнализировал о другом. Давай, Женька, давай. Поэтому бег явно не удался, и после 10-го километра уже начались страдания. Ребята, которые пришли поддержать меня, говорили, что на беговом этапе у меня было зеленое лицо. И это, конечно, свидетельство того, что состояние мое было не самое лучшее. Давай, красава, братан. Давай. Go. На каждом кругу я видел Диму и понимал, что наш темп примерно одинаковый. 4-минутная пропасть между нами сохраняется, а дистанция становится все меньше и меньше. И эта мысль, конечно, угнетала. А еще больше угнетала мысль о том, что нужно добавлять, а добавить нечем. 5 осталось. Петр говорил, что во время бегового этапа нужно наслаждаться видами старого города. For the running part, enjoy the city. You know, we are in the city center. There are a lot of really nice buildings, really nice monuments around the course. So take a look a little bit around. Но в моем случае оставалось наслаждаться только болью. It's time to enjoy the pain. Enjoy the pain. Пробежал я по 4:43, это, конечно, не мой бег, могу и должен я бежать быстрее, но триатлон — это справедливый вид спорта, результат ровно такой, насколько я был готов. 2 половинки за 2 недели — это, конечно, тяжеловато. Come on, bro, you can do it. Yes. И к гонке в Варшаве я подошел все-таки не в лучших своих кондициях. Не хватило мне 2 недели, чтобы восстановиться и качественно подвестись к этой гонке. 3 километра до финиша. 2, 1, финиш! Красавец. Накормил меня, Юра, ты вообще. Машина. Накормил Юра меня, и ветер накормил, и я уже от защиты. Последний круг терпел уже, все, уже. Машина. Все честно, справедливо. Красавец. Краткий итог моей гонки вот такой. Жестко. Давайте узнаем, как прошла гонка у других спортсменов. Супер, вообще классно. Казахстан! Как гонка? Супер. Поздравляю. How was the race? So tough. The heat was unbearable. Did you enjoy? I did. I'm glad it's finished. Так, ну рассказывай, как настроение у тебя? Супер! Хочешь медаль надеть? Хочу! Мечтала об этом! О, класс, мечты сбываются здесь. Класс. Бери медаль. Она ничего не знает, естественно. И мне кажется, пока не подозревает. Класс. It was good. It was hard. Did you enjoy? Yeah, I did. What do you think about this race? I think it's amazing. Yeah, really good atmosphere. Alright. Great? Yes, more than unexpected. I'm really happy. Is it your best? Yes. Wow. By 40 minutes. Wow, super. Congratulations. Лена, красотка, как гонка? Супер. Чудово! Венцуя. Покажи медаль. Класс. Финиширует. Пойдем, а ты иди туда его встречаешь, чтобы прикольно было. Пошла жара. Давай, иди туда. Proszę Państwa, miłość krąży wokół nas, witamy się w
Bardziej cichutko! Powiedziała tak! 3 razy! Она сказала да! Amazing! That was incredible! Супер, в удовольствие, пробежался. О, в удовольствие, самое главное. Поздравляю. Are you okay? I hope so. Абсолютно окей, Катя. Кайф! Как гонка? Отлично. Fantastic. А вот финишует белорусочка. Віншую! Як гонка? Нормально, Юра. Супер! Прихожуня, прихожуня! Перед гонкой у меня было 3 задачи. Первая – поспособствовать Жене, чтобы у нее получился классный перформанс, и он сделал предложение своей девушке Тане сразу после финиша. Вторая задача – обогнать Диму, и третья задача – выбежать из 4:40. Из 3 задач я выполнил только 1. Но, честно говоря, я бы сильно расстроился, если бы получилось наоборот. Если бы я обогнал Диму и выбежал из 4:40, но что-то не получилось уже не станет. Красавчики, ребята. Поздравляю, затем вас всех обниму. Красавчики, поздравляю. Ура! А так, на мой взгляд, все получилось максимально круто, и мы с вами в очередной раз убедились в том, что триатлон – это гораздо больше, чем только спорт. Тань, по горячим следам. Ожидала? Нет, Нет? нет, Сюрприз был? Да, однозначно. Я тут как бы фото. Класс, красавчики. Спасибо большое. Поздравляю вас. А что касается спортивных результатов, то они обязательно придут. И на самом деле я рад, что время 4:47 на половинке стало для меня уже неудовлетворительным результатом. А значит, я двигаюсь в правильном направлении. И все победы еще впереди. Так, аллокейшн слотов, раздача слотов. Моя возрастная группа. 2 слота забрали ребята. И 1 слот остался на всех. 14, да? 14 место? Да. Ага. И вот забирает парень, который занял 14 место. Время 4:34:31. Вот он забрал слот на чемпионат мира в Новую Зеландию. Конечно. Вы забрали блок? Ну, не знаю, вроде. Okay, so the winner of the last slot in men 35 age group is Yernur Zhaleno from Kazakhstan. Congratulations, Yernur. The finish time of 4 hours, 34 minutes and 31 seconds. Please proceed to the iron. Вот так вот происходит раздача слотов. Все здесь, видите, собираются. Непринужденная, приятная обстановка. 14 место. Парень забрал слот на 13 минут быстрее меня. Вот так. И есть к чему стремиться. Ну и, конечно же, не забываем про пари, которое я, к сожалению, проиграл. Поэтому погнали слушать стихотворение Димы в исполнении его прекрасных детей. Дядя Юра, нас послушай, высунь ты из уж беруши, мы с отцом твои фанаты. Ну и что ж ты, конопатый, рыжий и футбол играл, человеком же ты стал? С триатлоном прошла скука, правду кличет хлопить лука. И в мужском, и в женском теле на ютубе в самом деле равных нет тебе, мы знаем. Но стихи мы сочиняем, так как повод есть другой. В триатлоне наш герой. Не ты, солнышко, сынуля, а наш папочка, папуля. Обогнал тебя в Варшаве, не помог Григорьев даже, потому что только он белорусский чемпион. Красавцы. Спасибо вам. Ну и чемпион. Давай, все было честно и красиво. Да, да, кстати, дети заработали 100 злотых. Вот расчет. Мне! 50. Но это, естественно, далеко не последнее наше соревнование. Реванш точно будет. 100%. Всем привет! Сочиняем стихи, слушаем классное. И подписываемся на что? Подписываемся на канал W! Лучший канал о триатлоне. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. И выходьте замуж! Да, подписывайтесь, ставьте колокольчик и выходите замуж, женитесь, создавайте семьи и просто кайфуйте. И, конечно же, занимайтесь триатлоном. Вы же видите, насколько это прекрасно. Хороших вам тренировок и стартов. Пока! Я триатлет.